Здравствуйте, подписчики и друзья! Сегодня мы решили рассказать не про Машу, а про Катю, потому что возникает очень много вопросов. Вы спрашиваете, как мы про нее узнали, откуда она появилась и почему так все получилось быстро и неожиданно. Я вам расскажу сегодня, как это все произошло. На прошлой неделе, в четверг, нам написали защитники, которые рассказали о печальной истории обезьянки Кати, содержащейся в переездном зоопарке, как его называют еще контактный или трогательный, в городе Шахты Ростовской области. Судя по фото и видео, обезьянка была в плачевном состоянии. Видно было невооруженным глазом, что она крайне истощена, что у нее стресс, у нее депрессия, и мы приняли решение оказать помощь, насколько это возможно. Мы выехали в город Шахты в субботу, в воскресенье мы были там. Поговорив с владельцем этого зверинца, мы определили сумму в 30 тысяч рублей, за которую и выкупили Катюшу. После чего мы отправились на квартиру, которую мы сняли, для того, чтобы Катю привести в порядок, помыть, успокоить, одеть, покормить и выехать дальше для обследования и назначения лечения. Почему нужно было ее помыть и одеть? Потому что ей было некомфортно, она чесалась, ей было тяжело, видимо, их не мыли очень длительное время. А одеть для того, чтобы не простыла она в дороге, потому что она была в крайней степени истощения, а значит теплообмен у нее нарушен. Она все время дрожала, ей было холодно. В общем, приняв все меры, искупав Катюшу, покормив, одев, мы выехали в нашу клинику, к нашему врачу для обследования. Приехав в клинику, мы с Катюшей сдавали кровь, делали УЗИ, делали рентген, потому что были опасения, что у нее возможна пневмония. Но, слава богу, нам очень сильно повезло, потому что в первый день мы сдали анализы, на которых выявилось 4 вида паразитов, в том числе ленточные глисты, которые нужно было срочно каким-то образом удалять. Мы приняли глистогонное с Катюшей и продолжили обследование. Было назначено лечение, был нам показан стационар. Мы договорились на 3 дня для того, чтобы сделать капельницы, чтобы облегчить ее состояние на тот момент и до конца выяснить все проблемы по здоровью, обследовав полностью, насколько это было возможно. Значит, УЗИ первый день показало некие проблемы, и анализы тоже, поэтому возникло подозрение на эхинококк, которое, к нашему большому счастью и облегчению, не подтвердилось в последующие дни. Рентген тоже показал, что воспаления легких, пневмонии и бронхита у нее нет. Следовательно, все эти проблемы, они от того, что она была в очень истощенном состоянии. У нее определили обезвоживание, у нее определили крайнюю степень истощения, состояние не тяжелое, но средней тяжести. И есть определенные проблемы с восстановлением. То есть у нее токсическое поражение печени от неправильного питания, у нее избыток каротина. Видимо, в этих зоопарках владельцы предпочитают особо не заморачиваться по поводу разнообразия рациона. На мой вопрос, чем ее кормили, мне вообще весело сообщили, что ее не кормили совсем, потому что приходят посетители, они кормят целый день, и тем самым, видимо, владельцы надеются, что животные сытые и довольные. Я хочу сказать свое отношение к этим, как они их называют, трогательным зоопаркам. Самое первое возмущение – это использование слова «трогательный» для вот этого грязного бизнеса. Потому что животные находятся в небольших стеклянных витринках, у них нет возможности чем-то заняться, на что-то отвлечься, у них нет возможности куда-то спрятаться, чтобы провести время по своему желанию. У них нет там ни пледов, у них нет там ни домиков, лишь небольшая полочка, на которой они вынуждены сидеть круглыми сутками.
Получают они еду, максимум это то, что продается в этих же зоопарках, в этих пластиковых стаканчиках. Посетители ходят и через небольшую щель в этих вот клеточках они подкармливают животных. И понятно, что их не кормят как следует, потому что в таком случае основной, как говорится, развлекательный момент будет упущен. Потому что, насколько я понимаю, самое интересное посетителям это кормить животных, а если они будут сыты, естественно, брать там яблочко и морковку они не будут, а следовательно не будут оправдывать свое назначение. После того, как мы сдали все анализы и получили лечение, мы с Катюшей выехали в сторону дома. Сегодня мы уже доехали. Катя познакомилась с Семеном, с Марусей, с Евой, с Мотей. Состояние у нее пока стабильное, но достаточно такое сложное. Ей, конечно, тяжело. Сейчас она начинает откармливаться, у нее проходит стресс, она много времени проводит во сне, она кушает, спит, кушает. Это в основном ее пока занятия вот такие повседневные. Всю дорогу она спала. Но мы надеемся, что она немножечко отойдет, что она немножечко попривыкнет, выдохнет, забудет ужасы своей работы в этом контактном зоопарке и начнет проявлять интерес к жизни. В данный момент нам выписано достаточно много лекарств, но это лекарства такого рода, которые помогают усваивать пищу, которые поддерживают печень. В данный момент самое важное, чтобы она все то, что будет получать, хорошо усваивала. То есть, если пойдет набор веса, значит мы победили. А если у нее проявится интерес к каким-то вещам, любопытство, значит мы победили на 100%. Конечно, в этом нам очень помогли вы. Ситуация была нестандартная, очень быстрая. Мы волновались, что просто не соберем нужную сумму, поэтому вынуждены были обратиться к вам. Мы говорим вам огромное спасибо за ваши добрые сердца, за вашу поддержку, за ваши добрые слова, потому что все это очень помогло нам в этой вот спасательной операции. На данный момент в клинике мы оплатили 7 с небольшим тысяч рублей за анализы, около 20 тысяч за стационарное лечение в течение 3 дней. Мы, поскольку ехать надо было срочно, и девочки-зоозащитницы, которые забили тревогу, волновались, и мы сами, честно говоря, переживали, что в последний момент или там при том, когда надо будет отдавать Катюшу, владелец передумает. И поэтому, конечно, мы торопились. Поскольку наша машина нас немножко подвела, нам пришлось брать машину в аренду, и мы оплачивали машину, мы заняли денег для того, чтобы выкупить Катюшу. Но сейчас, слава богу, все благополучно разрешилось. С вашей помощью мы собрали около 40 тысяч рублей. То есть на лекарства, на обследование мы все оплатили, за сдачу анализов мы оплатили, мы за дорогу тоже, в общем, брали из этих денег. И поэтому мы закрываем сбор сейчас на лечение Катюши. Дальше мы справимся самостоятельно, надеемся на это очень. Но, вы знаете, в связи со всеми вот этими событиями последними очень остро назревает вопрос о создании какого-то питомника по спасению вот таких вот обезьян, попавших в сложные условия. Мы сейчас уберем реквизиты карточки, не хотим больше усугублять вашим вниманием и помощью. Однако, если у кого-то будет желание просто добровольно, небольшими взносами на это доброе дело помогать, или там малышам на какие-то подарки, то под видео мы разместим ссылку, где даже самый небольшой взнос, там 10 рублей, будет играть большую роль. Поэтому мы еще раз всех очень глубоко и от всего сердца благодарим. Надеемся, что Катюшу вы полюбите так же, как остальных наших малышей. Пока Катюша остается у нас, ей будет оказана всесторонняя помощь, мы будем ее восстанавливать, мы будем проявлять ей интерес к жизни, мы будем пытаться сделать так, чтобы Катя снова была довольна и счастлива. Всем большое спасибо. И немножечко подробнее остановимся на состоянии Катюши.
Люди спрашивают, я не буду сейчас трясти медицинскими терминами, скажу только одно. По нашему мнению, Катюша пережила сильнейший стресс. Видимо, когда-то она была домашняя, а наиболее тяжело переносит обезьяны как раз предательство. То есть после любимого члена семьи, после любимого питомца, она оказалась вот в этой вот тюрьме, в стеклянной клетке на потеху толпе. Поэтому у Катюши наблюдался и наблюдается тяжелая стрессовая ситуация, депрессия. Ну, естественно, от условий содержания у нее крайняя степень истощения, у нее обезвоживание, токсическое поражение печени, есть некие отклонения по сердечной деятельности, есть отклонения по организму, по некоторым органам, по анализам в целом. Тоже точно так же у нее обнаружена свободная жидкость в полости. Насколько нам объяснила врач, это или может быть признак самого тяжелого заболевания, о котором мы не хотим пока думать. И надеемся все-таки, что это тот самый случай, когда такие проявления бывают как раз в случае дистрофии. Жидкости немного, но она есть. УЗИ мы делали 3 раза. Вот. И все-таки это подтвердилось. Мы, конечно, немного этим расстроены, но будем надеяться на лучшее, что Катюша сейчас будет набирать вес, что организм ее войдет в норму, что печень мы сможем восстановить, насколько это возможно, и Катюша будет вполне себе счастлива и довольна. Поэтому вот такие вот у нас сейчас дела, и мы их будем решать, и надеемся, что все у нас получится. Еще раз всем огромное-огромное спасибо за участие, за теплые слова поддержки, за финансовую помощь в спасении вот этой милой девочки Катюши. Если бы не вы, мы бы не справились одни. Поэтому мы вам очень-очень благодарны. Спасибо, друзья.